Эмомали Рахмон — человек, который десятилетиями удерживает власть в Таджикистане, превращая страну в собственное княжество. Когда-то народ верил в перемены, но годы его правления принесли только бедность, репрессии и полную зависимость государства от него лично. После распада СССР Таджикистан оказался на грани гражданской войны. Борьба за власть переросла в кровопролитие, экономика рухнула, а страна разделилась на противоборствующие лагеря. Именно в этот хаос пришел к власти Эмомали Рахмон, провозгласивший себя спасителем нации. Но спас ли он ее? Рахмон быстро понял, что власть — это бизнес. Политические конкуренты были уничтожены, свобода слова подавлена, а оппозиция либо сбежала из страны, либо оказалась за решеткой. Он создал культ личности, превратив себя в лидера нации, титул, который позволяет ему править без ограничений. Экономика Таджикистана с тех пор не развивается. Более 1 миллиона таджиков вынуждены работать за границей, отправляя деньги домой, ведь внутри страны перспектив нет. Основные отрасли контролируются семьей Рахмона и его приближенными. Бизнес без их разрешения невозможен. Коррупция в стране достигла чудовищных масштабов. Каждое министерство, каждая госструктура — это семейный бизнес. Дети и родственники Рахмона занимают ключевые посты, управляя государственными ресурсами как личной собственностью. Но самое страшное — это репрессии. Люди боятся говорить правду, боятся даже намекнуть на недовольство. Независимые журналисты либо исчезают, либо подвергаются пыткам. Социальные сети блокируются, а попытки выразить протест жестоко подавляются. Международные организации не раз обвиняли таджикские власти в нарушении прав человека. Но режим Рахмона продолжает гнуть свою линию, игнорируя критику. Он держится на страхе, коррупции и клановой системе, а любые попытки изменений воспринимает как личную угрозу. Внешний долг Таджикистана растет с ужасающей скоростью. Огромные кредиты, взятые у Китая, ложатся на плечи будущих поколений. Взамен Пекин получает доступ к природным ресурсам страны и стратегически важным объектам. Это делает Таджикистан уязвимым перед влиянием внешних сил. Армия страны не защищает народ, а охраняет режим. Силовики верны Рахмону, так как получают от него щедрые привилегии. Любое сопротивление подавляется сразу же, будь то протест, митинг или даже простая критика власти. Образование и медицина находятся в плачевном состоянии. Школы разваливаются, университеты становятся местами коррупции, а медицина недоступна большинству населения. Люди вынуждены искать помощи за границей или оставаться без лечения. Сам же Рахмон и его семья живут в роскоши. Дорогие виллы, элитные автомобили, частные самолеты — все это на фоне нищеты простых таджиков. Он превратил страну в личную вотчину, где закон существует только для бедных. Но сколько еще это продлится? Люди устали, они хотят перемен. Рано или поздно режим ослабнет, страх исчезнет, и Таджикистан получит шанс на освобождение. Вопрос только в том, какой ценой это произойдет. Помимо подавления политической оппозиции и религиозных движений, режим Рахмона ведет жесткую борьбу с национальной идентичностью. Правительство навязывает культ личности, в котором Рахмон представлен как единственный спаситель нации. История Таджикистана переписывается в угоду власти, школьные учебники меняются так, чтобы выделять великие достижения президента. Национальные традиции подменяются пропагандой, а культурное наследие используется для оправдания авторитарного правления. В стране действуют строгие ограничения на использование таджикского языка в СМИ, а образование все больше переходит на русский или даже китайский, что усиливает внешнюю зависимость. Еще одна скрытая проблема, о которой редко говорят открыто, это современное рабство. В Таджикистане процветает система трудового и сексуального принуждения, жертвами которой становятся тысячи граждан.
Людей насильно отправляют на тяжелые работы за границу, забирая у них паспорта и принуждая работать за копейки. Женщины и дети становятся жертвами торговли людьми, но власти закрывают на это глаза. Власть имущие контролируют теневые рынки, на которых продаются рабочие руки таджиков в Россию, страны Ближнего Востока и даже Европу. Организации фиксируют рост случаев незаконной эксплуатации, но таджикское правительство либо игнорирует эту проблему, либо прямо участвует в этой преступной схеме. Огромной проблемой, о которой предпочитают молчать, является катастрофическое состояние медицины. В государственных больницах нет нормального оборудования, лекарств и квалифицированных врачей. Вынуждены обращаться к частным клиникам, которые принадлежат все тем же представителям власти. Даже в столице получить качественную медицинскую помощь – это роскошь, не говоря уже о бедных регионах. Операции, лечение тяжелых заболеваний и даже роды стали недоступны для простых граждан, если у них нет огромных сумм на взятки. А что делает сам Рахмон? Он и его семья лечатся за границей в Германии и России, где им доступны лучшие клиники. В итоге население остается без медицинской поддержки, а смертность растет, особенно среди детей и пожилых людей. Еще один аспект, который власть тщательно скрывает, это рост преступности и влияние криминала на государственные структуры. В Таджикистане давно сложилась система, в которой власть тесно связана с теневыми схемами. Контрабанда наркотиков, незаконная торговля оружием, махинации с закупками – все это происходит под прикрытием силовиков и чиновников. Южные регионы страны давно стали транзитным пунктом для наркотрафика из Афганистана, а местные криминальные кланы тесно сотрудничают с представителями правительства. Власть делает вид, что борется с этим, но на самом деле ключевые фигуры в криминальном мире напрямую связаны с элитами. Пока обычные таджики едва сводят концы с концами, через страну проходят многомиллиардные потоки черного рынка, которые пополняют карманы правящей верхушки. Еще один удар по стране – это полное разрушение системы образования. Власть искусственно поддерживает низкий уровень грамотности среди населения, потому что невежественными людьми проще управлять. Получают копейки, школы разрушаются, а программы обучения устарели на десятки лет. Во многих регионах дети вынуждены ходить в классы, где нет нормальных учебников, отопления и даже элементарных условий для учебы. Высшее образование превратилось в бизнес, дипломы продаются, экзамены сдаются за взятки, а реальные знания никому не нужны. В результате молодежь не получает шанса на достойную жизнь, а страна остается без квалифицированных специалистов. При этом режим тратит миллионы на военные структуры, которые должны не защищать народ, а подавлять любые протесты. Спецслужбы следят за гражданами, мониторят соцсети, устраивают репрессии против активистов и даже обычных пользователей интернета. Власть боится правды, поэтому делает все, чтобы люди не могли свободно выражать свое мнение. Инакомыслие карается жестко, тюрьмы забиты политическими заключенными, а правозащитные организации вынуждены работать в подполье. Если кто-то осмеливается говорить открыто, его либо запугивают, либо заставляют замолчать навсегда. Гражданами мониторят соцсети, устраивают репрессии против активистов и даже обычных пользователей интернета. Власть боится правды, поэтому делает все, чтобы люди не могли свободно выражать свое мнение. Инакомыслие карается жестко, тюрьмы забиты политическими заключенными, а правозащитные организации вынуждены работать в подполье. Если кто-то осмеливается говорить открыто, его либо запугивают, либо заставляют замолчать навсегда.